Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку крючком. Носить можно ее в двух вариантах, как обычную повязку и как челму. Очень простой узор, всего один ряд. Раппорт узора 3 петли. Связала на обхват головы 50-56 сантиметров. Пряжу использовала Yarn Art Jeans. Набрала цепочку из 78 петель, замкнула ее в кольцо соединительным столбиком и набрала 3 воздушные петли подъема. Сейчас вяжу ряд столбиков с накидом. Буду вязать столбики с накидом в каждую петлю цепочки. Всего в работе в этом круге 78 столбиков с накидом. Начинала крючком 4 миллиметра. Потом перешла на крючок 3 миллиметра. Показалось мне узор крючком 3 миллиметра смотрится намного лучше. Вяжу столбики с накидом в каждую петлю цепочки до конца ряда. Закончу ряд с соединительным столбиком. Я в конце ряда провяжу соединительный столбик в петли подъема, закончу ряд и приступлю к следующему ряду. 3 воздушные петли подъема. И здесь уже на этом этапе мы вывязываем резинку. Буду чередовать лицевой рельефный столбик с накидом и изнаночный рельефный столбик с накидом. Вяжу резинку 1 на 1, чередую лицевой и изнаночные рельефные столбики. Резинкой буду вязать до конца ряда, закончу ряд с соединительным столбиком. И далее сразу буду переходить к узору. Я решила резинку вязать не очень широкую. Провязали резинку, теперь узор. Начинаю с вытянутой петли, делаю накид на крючок, вытягиваю петлю из этого же основания, накид на крючок. Теперь отсчитаю 2 петли на основании и в третью ввожу крючок и вытягиваю петлю. Все петли на крючке провяжу вместе и зафиксирую воздушной петлей. Накид на крючок, возвращаюсь к первому пропущенному столбику, ввожу крючок и провязываю столбик с накидом. Накид на крючок, возвращаюсь ко второму пропущенному столбику, ввожу крючок и провязываю столбик с накидом. Один раппорт узора мы провязали, накид на крючок, ввожу крючок. Вместо вытягивания петли вытягиваем петлю, пропускаем 2 петли на основании, также ввожу крючок и вытягиваю петли. Провяжу петли вместе, зафиксирую воздушной петлей. Опять накид на крючок, возвращаюсь к первой пропущенной петле, провязываю столбик с накидом. Снова накид, провяжу столбик с накидом во второй пропущенный столбик. И так весь ряд. Накид на крючок, вытягиваем петлю, накид на крючок, пропускаем 2 петли, вытягиваем петлю, все петли вместе, фиксируем воздушной петлей и провязываем
пропущенные столбики по очереди. Сначала первый столбик столбиком с накидом, потом второй столбик столбиком с накидом. Первый столбик пропущенный, провяжем столбик с накидом. И второй пропущенный столбик тоже провяжем столбик с накидом. И так до конца ряда. В конце ряда у меня осталось 2 петли, то есть последний раппорт. Сейчас я сделаю накид, ввожу крючок, вытягиваю петлю, накид на крючок и в основании первого раппорта ввожу крючок, вытягиваю петлю. Провяжу все петли на крючке вместе, зафиксирую воздушной петлей и провяжу пропущенные столбики по очереди столбиками с накидом. Первый столбик с накидом, и второй столбик с накидом. Так, тут я вижу я немножко неправильно, но на рисунке у меня это не отразилось. Заканчиваю ряд, ввожу в вершину, провязываю соединительный столбик и приступаем ко второму ряду. То же самое, вытянутая петля, накид на крючок, в это же основание вытягиваем петлю, накид на крючок и вводим крючок в вершину следующего раппорта, вытягиваем петлю, провязываем петли вместе, закрепляем воздушной петлей. 2 столбика у нас уже есть пропущенные, их всегда мы будем провязывать столбиками с накидом по очереди. Первый столбик с накидом пропущенный, провяжем столбиком с накидом. Второй столбик пропущенный, провяжем столбиком с накидом. И повторяем раппорт. Вводим крючок, вытягиваем петлю. Вначале делаем накид. Далее накид на крючок, вводим крючок в вершину следующего раппорта предыдущего ряда, вытягиваем петлю, провяжем все петли на крючке вместе, зафиксируем воздушной петлей и провяжем пропущенные столбики по очереди столбиками с накидом. Вот первый столбик провязываю пропущенный столбиком с накидом, второй столбик с накидом пропущенный провяжу столбиком с накидом. И так далее. Каждый раппорт провязываем. Накид на крючок, ввожу в это же основание, где вытягивала последний раз петлю. Далее пропускаю 2 петли, вытягиваю петлю с накидом, провяжу петли вместе, зафиксирую воздушной петлей. То есть у нас повторяется всего 1 ряд. Заканчиваем ряд точно так же. Буду вязать узором на нужную мне ширину, для того, чтобы получить повязку. Кому-то, может быть, нужна будет повязка поуже, кому-то пошире. Смотрите, примеряйте по себе. Узором провязала 6 сантиметров, это не считая резинки. Общая ширина повязки у меня получилась в результате 8,5 сантиметров. Теперь будем снова вывязывать резинку. Здесь все просто. Над столбиками с накидом вывязываем столбики с накидом. И еще 1 столбик вывязываем в вершину раппорта предыдущего ряда. У нас раппорт узора состоит из 3 петель, то есть мы будем, вот в вершину я провязала столбик с накидом, и далее вот 2 столбика. В первый столбик провязываю столбик с накидом, и во второй столбик провяжу столбик с накидом. И так буду вязать весь ряд. Буду вязать ряд столбиков с накидом, для того, чтобы вторым рядом провязать резинку 1 на 1.
Заканчиваем ряд соединительным столбиком в петли подъема. Теперь резинка. 3 воздушные петли подъема. В этом ряду мы будем чередовать лицевой рельефный столбик и изнаночный рельефный столбик. Будем вязать резинку 1 на 1. Изнаночный столбик и лицевой столбик. Изнаночный и так далее. Чередуем лицевые и изнаночные рельефные столбики. Вяжем резинку 1 на 1. Здесь я тоже вот один ряд провязала, как в самом начале. И закончила вязание соединительным столбиком в петли подъема. Напомню, в готовом виде повязка получилась 8,5 сантиметров. Можно связать на любую ширину. Теперь я решила сделать перемычку, чтобы можно было носить повязку как челму. То есть вот закончила ряд, переворачиваю на изнанку, буду вязать перемычку тунисским вязанием. Набираю некоторое количество петель. 3, 4, 5, 6, 7. Набрали и закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Провязываем по 2 петли до конца ряда. И вяжем на нужную высоту. Поднимаю петли. Ввожу крючок в образовавшиеся перемычки и вытягиваю петли. Всего у нас петель также будет вытянуто 7. И так будет до тех самых пор, пока мы будем продолжать вязание. По 7 петель. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Всего таких рядов я связала 9. Я связала 9 рядов, потом просто перемычку перекинула и с соединительными столбиками соединилась с началом. Получилась вот такая повязка челма. Вот так это выглядит с изнанки. Хвостик я уже заправила. И повязку можно будет носить в 2 вариантах. Как челму и как обычную повязку широкую. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, если видео понравилось, оставляйте комментарии. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!